Здравствуйте, снова вопросы и ответы. Вы спрашиваете, я отвечаю и гадаю на картах. Сначала отличные новости, самый популярный комментарий и самый оптимистичный. Я вам его зачитаю. 78 енотик пишет. Моя тетя долго была одинока, и в возрасте 60 лет соседка познакомила ее с вдовцом. Про них хочется сказать: встретились два одиночества. Молодые позавидуют их отношениям. Начали вместе путешествовать, переехали жить на юг. Так что и в 60 лет жизнь может начаться заново. Спасибо за это письмо. Спасибо за эту надежду. И я в своей жизни тоже наблюдала похожую историю. Одна женщина, это была мама подруги моей мамы. Всю жизнь прожила одна, очень рано развелась с мужем. И где-то, да, думаю, около 60 ей было, когда она встретила своего второго мужа. И на редкость удачный брак у них сложился. Было видно, что они оба счастливы. И они тоже много путешествовали, куда-то переезжали, много всего покупали. И, мне кажется, порадовались жизни за все прошлые годы одиночества. И он, и она. Так что подтверждаю, это бывает. Спасибо, что лишний раз нам всем напомнили про такие истории. Дальше еще был у нас вопрос про депрессию. Не могу его пропустить и отложить, потому что начинается весна, межсезонье, и так же как осень, весна вызывает массовые депрессивные состояния. К сожалению, самого вопроса найти не смогла, я его только запомнила. Но скажу автору: у вас депрессии нет. Раз вы написали комментарий, раз вы посмотрели это видео, это значит, что настоящей медицинской депрессии у вас нет. Люди в депрессии не смотрят YouTube, и уж тем более ничего авторам не пишут. Депрессия — это очень серьезно, когда человек лежит пластом и ничего не чувствует, ничего не замечает. Это доходит до полной депривации. Вот. Поэтому мы с вами говорим не про медицинскую, конечно, депрессию, а только про систематические или устойчиво сниженное настроение. Ну, в просторечии все равно мы депрессией это называем. Там, говорим: не пойду в гости, потому что у меня депрессия. Как с ней бороться? Вот я думаю, что какие-то азы, какие-то начальные шаги я могу порекомендовать людям, которые хотят улучшить свое настроение каждый день. Во-первых, надо понимать, что наше настроение – это только лишь набор гормонов. А набор гормонов зависит от того, что мы едим. И поэтому диета вам в помощь. Каждому, наверное, подходит что-то свое, однако есть общепризнанные такие официальные вещи, которые родят дурное настроение. Это углеводы, друзья. Они вызывают всплеск настроения, мгновенную радость, в основном в момент поедания. Торт, кусок торта, например, так сработает. Вот. А потом мы неизбежно расплачиваемся за эти углеводы упадком сил. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет веселее, активнее стать, кето-диету, то есть, ну, по максимуму избегать углеводов и питаться в основном белками и жирами. Поверьте, это помогает. Второе. Непременный атрибут для борьбы с депрессией – это очень четкий режим дня, режим каждого дня, режим недели, режим месяца, соответственно. Депрессия намного труднее будет к вам подобраться, если вы каждый вечер, ложась спать, четко знаете, что будете делать завтра, даже если это выходной. Просыпаться в прострации с не расписанными там поминутно планами — это всегда, но немножко на грани риска. Это всегда неизвестно, куда вывернет ваше настроение. А когда есть четкий план,
Ну, это такие универсальные психологические рекомендации. Если есть четкий план на день, на неделю, на месяц, то настроение будет просто лучше. Вот. И третье, это, ну, тоже из раздела физиологии, конечно, гигиенические процедуры. Зарядка, минимальная физическая нагрузка, контрастный душ. Вот. Контрастный душ тоже используется очень широко, в том числе и специалистами в психиатрических каких-то учреждениях. Контрастный душ очень хорошо приводит человека в чувство, ну и вообще выводит из всяких вот таких вот лишних состояний. Это то, с чего нужно начать, но опять же я не говорю здесь про депрессии ситуативные. Конечно, если у вас случилось что-то по-настоящему грустное в жизни, то тут контрастный душ облегчит симптомы, но, конечно, до конца не поможет. Я говорю только про сниженное настроение, беспочвенно сниженное. Вот. И сегодня у меня, наверное, основная тема программы, прямо вот буквально манифест Ярославны я назвала эту тему, потому что я действительно предлагаю такой своеобразный манифест или упражнение всем девушкам, женщинам, ждущих мужчин или ждущих чего-то от мужчин. Ну, вы знаете, наверняка знаете, что по всему свету сотни, тысячи, десятки тысяч, наверное, женщин ждут от мужчин чего-то. Сначала ждут, когда он встретится, тот самый, потом ждут, когда заметит, обратит внимание, потом, когда позовет на свидание, потом, когда признается в чувствах, потом много-много раз ждут, пока позвонит или напишет, когда позовет замуж, когда познакомится с мамой, а потом, если уж и замуж позвал, то, ну не знаю, когда полочку в ванной наконец прикрутит. В общем, если бы собрать всю вот эту вот энергию, которую женщины тратят на ожидание чего-то от мужчин, то можно было бы в мире и углеводорода не добывать. Все работало бы только на вот этом вот вечном, неиссякаемом топливе. И в этой связи, в связи с ожиданиями, обоснованными или беспочвенными, прочитаю вам несколько писем-комментариев. Вот Ольга пишет: «Мне очень понравилось сравнение с актрисами массовок». В одной из прошлых программ я говорила, да, что вечно ждущая женщина, скорее всего, работает в массовке и совершенно напрасно ждет, что ее пригласят на главную роль. Брависсимо. В Западной Европе таких ждущих десятилетиями огромное множество. Странная нелюбовь к себе, ставшая культом. Вот такой вот комментарий есть. Это опять про женские ожидания. Дальше. Мария Маврина написала: «Послушала ваше рассуждение на тему мерцающих женихов и аж в ладоши захлопала. Ну до чего же это все про меня? Уж сколько раз твердили мне со всех сторон: брось, не трать свое время и энергию на бесконечные переписки, на пустые надежды. Но я со всей своей бычьей упертостью продолжала питать иллюзии. Но вот на этой неделе вдруг я осознала, что я свободна от этого. Как будет, так будет. А я со своей стороны прекращаю любые телодвижения в том направлении и полагаюсь на Вселенную. И так легко на душе стало». Ну, то есть мы с вами понимаем, что Мария описывает некую ситуацию, в которой ей приходилось ждать молодого человека или провоцировать его на какие-то действия активные. Хорошо, Мария, что вы от этого бремени освободились и прозрели. Дальше тоже вот такое письмо. Татьяна Мамонтова пишет: «Давно смотрю ваши гадания. Я родилась, ну, тогда-то, тогда-то. В гороскопе полный набор. Венера в Деве ретроградная. Меркурий и Плутон тоже в Деве. А вопрос такой: встречусь ли я в этом году с мужчиной?» Дальше там есть характеристики астрологические этого мужчины, мы не будем. Мужчина-весы.
Мы переписываемся 4,5 года. Он попросил, чтобы я соткала ему коврик, потому что я занимаюсь ткачеством. Мне все время кажется, что он побоится со мной встретиться и забрать ковер. А я собираюсь в мае быть в тех краях у сестры. Спросите у карт, встретимся ли мы. Спасибо. То есть, видите, здесь вот мы читаем уже такую, полную драматизма историю, которая длится аж 4,5 года на уровне переписки. Но, тем не менее, вот Татьяна ждет 4,5 года. Это откровенно долго, да, согласитесь, даже 4 месяца это уже затратно по энергии. Я отвечу на ваш вопрос, Татьяна. Мы вам погадаем на картах, напомните чуть позже. А пока просто я продолжаю свое повествование, тему, чтобы не сбиться. И вот Улена пишет. У нас были близкие отношения с мужчиной, но в какой-то момент я почувствовала себя актрисой массовки и ушла. Прошло 3 месяца, а я жду его. Стоит ли ждать? Стоит ли ждать? Вот опять пример, да, вот это тот же самый глагол, те же самые слова мы используем. Опять ждать, опять ожидание. Я хочу дать один общий универсальный совет всем девушкам, женщинам, которые ждут сейчас чего-либо от мужчины, начиная от первого пункта, то есть его появления, чтобы появился на горизонте, кто-то подходящий, до, может быть, предложения о браке. То есть вот весь спектр, что позвонил, написал, приехал, пришел, сказал. Знаете, в общем, у меня такое упражнение для вас. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, кто-то, что вы попробуете его выполнить. Оно обязательно действенное. А почему я назвала эту тему в своем видео «Манифест Ярославны»? Вы знаете, наверное, да? В школьной программе еще мы проходили слово о полку Игоре, про незадачливого и самонадеянного одного князя, который пострадал. И вот главное женское лицо там Ефросинья Ярославна, это жена его, верно ждущая. Плач Ярославны, это целая глава в произведении, считается самая поэтическая. И поэтому вот это вот имя, но это не имя, отчество на самом деле Ярославна, стало именем уже нарицательным, то есть говорят, ждет как Ярославна. Вот предполагается, что вот ждет верно и все. Поэтому я так называю любую женщину, которая ждет, Ярославна. Вот как многие. Так вот, конечно, в каждом конкретном случае для такого ожидания есть свои определенные советы. Есть. Но я посоветую вам одно общее, то, что сработает для всех. Если вы кого-то или чего-то ждете, речь именно про любовь, про романтические отношения идет, то первое, что вам надо сделать, для многих единственное, достаточное и необходимое, это перестать ждать. Вам нужно со всей серьезностью переключить вот всю эту энергию, которую вы вкладываете сейчас в ожидание, вот бесконечно рассматриваете телефон, вот думаете об этом, разговариваете об этом с какими-то другими людьми. Вот всю эту энергию нужно переключить на себя. То есть вам очень подойдет сейчас закрутить роман с собой и обустроить свою жизнь во всех направлениях, улучшать жизнь и себя. Себя физически, заняться внешностью, здоровьем, в общем, тем, что вы давно откладывали. И улучшать жизнь, то есть зарабатывать деньги, строить карьеру, знакомиться с новыми людьми, путешествовать, и вообще использовать любые способы оптимизации судьбы, доступные в настоящий момент. И вот тогда ваш вот этот вот беглый или мерцающий жених, молодой человек, которого вы ждете, обязательно вас заметит и к вам вернется.
Сработает это вот как, этот способ. Во-первых, улучшая себя и жизнь, вы действительно улучшите себя и жизнь. У вас поднимется самооценка заметно, и вы просто станете счастливее. И вполне возможно, что вот в этой новой своей ипостаси, вот в этом новом ощущении себя и в этом своем счастье, вы прошлый объект ожидания даже не вспомните, он вам покажется ничтожным, и ваши прежние слезы покажутся смешными. Вот так. То есть вы перестанете, опять же, ждать этого человека, и таким образом проблема решится. Скорее всего, начнете ждать кого-то другого, потому что свято место пусто не бывает. Но, по крайней мере, одну проблему мы закроем. Это первое, почему полезно не ждать, а заниматься собой. Второе, здесь уже реакция мужчины важна. Как только он почувствует, что обрывается вот эта энергетическая связь, а вы ее оборвете, когда перестанете ждать, он забеспокоится, что называется, заерзает, возможно, вскочит ночью, в холодном поту проснется, потому что ему чего-то мучительно не хватает, и его душит пустота. И вот он бросится вам тогда звонить и писать. Потому что, понимаете, в тот момент, когда вы ждете этого мужчину, он у вас как воздушный змей, парит свободный где-то в небе, а ниточка, которую вы держите, это ваши ожидания. Только благодаря этой ниточке он такой, так высоко поднялся или так далеко улетел, понимаете, да? А если вы эту ниточку отпустите, да, что будет с воздушным змеем? Он взмоет и упадет назад на землю к вашим ногам. То есть, понимаете, вот эта вот энергия ожидания, ведь очень, вашего ожидания, очень подпитывает мужчину, и самооценку, у него создается вот эта иллюзия вечной востребованности. И вроде как спешить к вам не надо, вы же все равно никуда не денетесь, потому что сидите и верно ждете. А как только он видит, что его больше не ждут, естественно, он спешит. Хотя бы из любопытства, чтобы разобраться, а почему это меня перестали ждать. И тут-то вы ему все и расскажете. Ну и в конце концов, читаем классику. Ведь Евгений Онегин заметил Татьяну только тогда, когда она сильно изменилась. У нее изменился социальный статус, она стала княгиней и женой генерала. И он и в нее влюбился отчаянно. А если бы наша бедная Таня осталась ждать Онегина в своей деревне, такая же наивная, простая девушка, он бы никогда про нее даже не вспомнил. Мы все это понимаем, а про себя почему-то не понимаем. Вот. Поэтому старайтесь ради себя. Таким образом и привлечете внимание беглеца. Ну и в-третьих, вы знаете, включится же инстинкт охотника мужчины, инстинкт охотника, потому что как только жертва удаляется, убегает, сразу хочется ее догонять. Посмотрите, где-нибудь в Discovery показывают, что даже зебра, если стоит на лужайке, спокойно пасется, никуда не бежит, то голодный лев мимо нее проходит. Ему интересно только вот если зебра побежит. Вот. Но скажете вы, а если этот способ не сработает? Если вот я все сделаю, то есть улучшу себя, свою жизнь, полностью перестану ждать, заведу себе кучу новых ярких друзей и поклонников, улучшу судьбу, улучшу жизнь, а мужчина этот так и не вернется. Может быть такое? Конечно, такое может быть. Но тогда в этом случае, если способ не сработает, и если он к вам все-таки не вернется, это будет означать только одно, что вы ему и даром ни в каком виде не нужны. Понимаете, да? Что тоже несколько иначе, но снимает проблему. И в этом случае ваши ожидания становятся, ну уж совсем напрасными. Не хотела сказать
жалкими, но совсем-совсем напрасными. Поэтому вот попробуйте так сделать, если вы сейчас отчаянно ждете кого-то, и напишите тоже в комментарии к какому-нибудь видео в рубрике «Вопросы-ответы», что у вас получилось, как только вы перестали активно ждать и занялись собой. Результат будет потрясающим. Еще у меня небольшой абзац, прям вот буквально сноска для ждущих женщин. Просто здесь есть такое письмо. Здесь есть такое письмо. Которое я не могу. Которое я не могу прочитать, оно очень длинное, не буду все-таки. Небольшая сноска тоже по этой теме у меня есть. Если вы ждете вот возвращения или внимания какого-то мужчины, вы подумайте, это совсем не обязательно любовь. Вы, конечно, объясняете себе так, что, наверное, это любовь, иначе я бы его ждала. Нет, нет, нет. Дело в том, что прерванные отношения, вы знаете, внезапно прерванные. Прям первое свидание случилось, второго нет. Или там 2 месяца провстречались, на 3-й закончили. Вот эти все прерванные отношения, это те самые пресловутые незакрытые гештальты, которые наш мозг не забывает. У нас мозг так устроен, он очень легко забывает выполненную задачу, завершенное какое-то дело. А если дело не завершено в данном случае, ваши отношения, вы будете про это очень-очень долго помнить. Это не связано с любовью, а насколько долго будете помнить эту историю, если сами осознанно от нее не отвяжетесь. Правильно, бесконечно будете помнить эту историю до пенсии и на пенсии, до самого того момента, когда вас не разлучит с ней Альцгеймер. Дальше. Вот такой вопрос. Очень интересный, оригинальный вопрос. Светлана пишет: постоянно смотрю ваши передачи. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу позднего материнства. Безумно хочу дочку. Суждено ли мне еще раз стать мамой? Светлана, я ответила Светлане, что она еще очень-очень молодая, поэтому ей про позднее материнство задумываться еще очень даже рано. Но, тем не менее, мы спросим карты, суждено ли Светлане еще раз стать мамой. Однако прежде, вопрос же такой, мое мнение по поводу позднего материнства. Вы знаете, мое мнение по поводу позднего материнства, отцовства и позднего родительства вообще однозначное. Если есть деньги, то можно рожать детей в любом возрасте, как Алла Пугачева, космически богатая женщина. А если нет денег, то лучше позднего материнства и отцовства избежать, потому что дети страшно стесняются 2 вида родителей. Это старые родители и бедные родители. И вот следите за тем, чтобы у вас эти 2 прискорбных качества не сошлись в одно. То есть, если вы поздно рожаете ребенка, то убедитесь, что вы достаточно богаты. Вот. Ну, а для бедных больше подходит, чтобы все было по старой схеме. Где-то в границах таких. На самом деле, серьезная тема, она более глубокая. И, понимаете, одно дело. Чем еще плохо позднее родительство? Тем, что вы раньше других родителей оставите своего ребеночка без себя на земле. Просто умрете относительно раньше. Вот. И если у вас есть что этому ребеночку завещать, то есть прикрыть ему тылы без себя, да,
то ради бога, рожайте хоть в 60, если он у вас наследует там что-то. Потому что с ребеночком ничего не случится в таком случае. Вот. А если передавать нечего, если обеспечить ребеночка нечем, значит, будьте добры, рожайте рано, живите долго и с пенсии кормите. Понимаете, тут логика такая у меня очень простая. То есть у меня однозначный взгляд на эти вещи. Для Светланы. Суждено ли Светлане еще раз стать мамой? Это карты эти называются царское таро. Раз. 3 карты. 2. И 3. Ну, конечно, представляете? Вам попадают здесь паж пентаклей, карта маг и 5 кубков. Паж пентаклей — это портрет молодого человека или ребенка. То есть это портрет вашего нового ребенка, будущего. Еще раз, который у вас будет, не знаю, 2 или 3 для вас. Единственное, что мы, конечно, вам не скажем, что это дочка, как никто вам не скажет. Только врач УЗИ в свое время, да. То есть это может быть и мальчик, и девочка. Но вот он ваш ребенок. Вот здесь карта мага. Это ваше желание. И, кстати, совет поторопиться. Это очень срочная карта, которая подталкивает и торопит. И здесь есть немножко такая грустноватая 5 кубков. Она скорее вам здесь советует не отчаиваться на эту тему. Ни теперь, ни позже, если вам придется это ждать. Ваши расстройства напрасны и рассосутся и уйдут сами. Теперь мы вернемся к вопросу от Татьяны. Суждено ли ей встретиться с мужчиной, с которым она, Татьяна Мамонтова, с которым она переписывается 4 года, и он все 4 года боится встречи. Ну, посмотрим, в этом году, Татьяна, встретитесь ли вы, наконец, с этим несмелым героем? Конечно, не вызывает он у нас доверия, правда? Ну что же он боится так долго? 4 года – это откровенно перебор. Итак, готовит ли вам этот год встречу с вашим мужчиной, который Весы? Солнце и Венера в 12 доме. Так что же вы от него хотите? Я сразу-то не обратила внимания. У мужчины Солнце и Венера в 12 доме. Как это говорили раньше? Дохлый номер. Но посмотрим, что скажет карта. 1, 2. Ох, и 3. 2 мечей, 9 пентаклей и 8 тоже здесь мечей. Ну, боюсь, что свидание, встречу совсем я для вас тут не вижу. 2 мечей говорит, что кто-то очень закрылся в домике. Скорее всего, это как раз вот ваш герой. Закрылся в домике, скрестил ручки перед собой, немножко по-детски, и не готов открыться миру и вам. 9 пентаклей. Кстати, 9 пентаклей хорошая карта, но ее ведь тоже называют картой холостяков и старых дев. Она описывает всегда человека, часть портрета, человека, который очень хорошо обходится без пары. Это такой, есть такое определение, как убежденный холостяк. Вот. Убежденные холостяки, кстати, не только мужчины бывают, но и женщины. То есть вы, скорее всего, имеете дело с мужчиной, которому вообще не нужна пара, он давно привык комфортно жить сам по себе. Ну и 8 мечей даже немножко пугает и предупреждает. Здесь есть какое-то давление, какая-то несвобода и, может быть, эмоциональный дискомфорт. То есть с такими картами услышите совет: не нужно вам настаивать на этой встрече, потому что
он не свободен. Неважно как, неважно от чего, что за несвобода у него, внутренняя или внешняя какая-то несвобода. Вот. А если будете настаивать на встрече, вы встречу не получите, а человека расстроите. И в конце концов, ведь, понимаете, если вы 4,5 года поддерживаете эту переписку, значит, общение в таком формате вам тоже нужно, вам тоже же что-то приносит счастье, видите, вам есть для кого соткать коврик. Может быть, и не нужно отказываться от этой радости в пользу там какой-то сомнительной. Не нужно наставить на встречи, нужно принимать. Вот это ваш формат, понимаете? Это ваша роль в жизни этого мужчины. Подруга по переписке. И, наверное, не стоит напрашиваться на другую роль. Дальше. Какие интересные вопросы, действительно. Почему я так долго ищу? Я выбираю вопросы. Наталья Иванова спрашивает, они должны быть разными, чтобы всем было интересно присоединиться. Наталья Иванова пишет, нужно ли уезжать этим летом на заработки в Америку? Будет ли это того стоить? Ну, я думаю, что вопрос Наталья написала достаточно давно, может быть, не сколько-то там дней назад, когда еще это выглядело более-менее реалистично. Сейчас, наверное, любые наши поездки, в том числе и в Америку, и на заработки, не сильно доступны. Ну, посмотрим. Посмотрим, что скажут карты Натальи. Итак, ваша поездка на заработки в Америку. Раз, два, три. Вам выпадают королева Пентаклей, что очень хорошо, денежная карта, шестерка кубков, как будто вы там уже были, или вас как будто бы кто-то там ждет, и карта император. Ответ да, представляете, для вас, Наталья, это очень-очень окупится, для вас это затея, и довольно легко дастся, потому что уже там что-то подготовлено для вас, или есть люди, которые могут очень хорошо помочь и пристроить куда-то на денежную работу. Королева Пентаклей – это, безусловно, хороший доход, прибыли и отличная финансовая перспектива. Вот. И карта Император здесь есть. Ну, отчасти она тоже про деньги говорит. Император же не бывает бедным лицом. Вот. А самое главное, карта вас заверяет, что через эту поездку у вас как-то поменяется, ну, вот просто социальный статус. То есть эта поездка будет с какими-то правильными последствиями для вашей жизни вообще и окажется очень важной. Не просто поездка, поехать и вернуться с деньгами, но и что-то приобрести, еще какие-то там другие ценные вещи или выводы. Поэтому да. Следующий. Юлиана Соболева спрашивает, какие 5 книг вы бы взяли на необитаемый остров? Ну, знаете, я практичный и очень прагматичный человек, поэтому я на необитаемый остров взяла бы книги, в первую очередь, толстые, которые можно подольше читать. Сразу я, наверное, 5 книг не оглашу, очень трудно выбрать. Скажу одну, обязательно взяла бы на необитаемый остров «Войну и мир», потому что там описано все. Ну и книжка-то толстая, да, есть
там, на что время потратить, как убить время на острове. Но просто в этом романе «Война и мир», знаете, гениальный наш Лев Толстой описал все, что может случиться и не случиться с человеком. Он описал все пороки и добродетели, доступные людям, описал любые эмоции. Вот весь спектр эмоций, хороших и дурных, какие мы только за свою жизнь можем пережить, а в основном и не переживаем. У нас не бывает настолько насыщенной жизни, как этот роман, да? Вот, поэтому «Война и мир». Вот напомнили, захотела перечитать. Ну и вообще эта книжка многослойная. Вот «Войну и мир» можно читать бесчисленное количество раз, абсолютно бесчетное, потому что она как лук, понимаете, многослойная. Снимаете, снимаете, снимаете. Первый раз читаете что-то одно, на одном уровне замечаете, потом на втором. И так вот до конца жизни можно ее вот по кругу, знаете, на круговой перемотке читать, 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 и вы будете только глубже, глубже уходить и зарываться, но не наскучит, и не будет ощущения, что вы вот по тем же самым словам идете. Вот. Гений – это гений, поэтому гений в этом. Эльвира спрашивает, я не очень давно увлеклась просмотром каналов и онлайн гаданиями, и у меня возник вопрос к картам. Меня зовут Элла, родилась тогда-то, тогда-то. У меня хороший муж и замечательный сын, которому в этом году исполнится 22 года. Он учится в университете, он по гороскопу рак. Отсюда и вопрос, как мне себя с ним вести, чтобы у нас с ним контакт был как раньше, больше доверия, и у него было ко мне. Это может быть связано с тем, что он вырос, и ему со мной не очень интересно. И все же скажите, как мне себя с ним вести. А принципиально важно правильно себя вести с ребенком, когда ребенку не исполнилось 6 лет. Потому что именно в возрасте до 6 лет ребенок как губка впитывает все образцы поведения. Каждое ваше слово, каждый взгляд, он на все реагирует и в итоге лепит и формирует свой характер. Но с детьми постарше тоже надо все-таки обращаться уважительно, аккуратно, трепетно и желательно даже с такими взрослыми детьми, 22-летними, поддерживать хорошие отношения. Мы из этого письма какой вывод можем сделать? Я замечаю характеристики астрологические в первую очередь. Вот сама Элла, мама, родилась в конце января, то есть она водолей. А мальчик, здесь имени нету, мальчик, сын, это тоже, кстати, психолог бы много выводов сделал из этого, из того, что вы свое имя написали, а его не написали. Ну, я вам здесь не буду рассказывать на публику, но это о многом нам говорит. Вот, а мальчик рак, соответственно, мама с сыном родились на полюсах, почти что на полюсах зодиака, люди разные. То есть изначально встроенного такого взаимопонимания нету. Подходы нужно к себе, друг другу, вернее, искать. Потом мальчик рак, соответственно, скрытый, испытывает трудности с доверием. Если у него в свое время, в раннем детстве, вот такого абсолютного, стопроцентного доверия к маме, ну и к родителям вообще не заложилось, то не заложится и потом. И достаточно сложно будет от него это требовать. И третье. Отношения Водолея и Рака при любом раскладе сил, там родители, дитя, друзья, что-то еще, очень зависит от внешней среды. Они могут быть идеальными, очень теплыми, доверительными, но они зависят от внешней среды, от того и от чего, что, от того и от тех, кто окружает. Поэтому обратите внимание на всех людей, как-то причастных вот к вашим контактам, к вашей паре, ну, соответственно, к вашей семье.
самое пристальное внимание обращайте, наверное, на вашего мужа и на папу мальчика, да, потому что он самый близкий здесь человек. Все ваши коммуникации – это не только коммуникации между мамой и сыном, они скорее множественные, они складываются вот в этом треугольнике: мама, папа, сын, и вот так вот в разных направлениях, что принципиально меняет систему. Поэтому важно заметить, какой папа, то есть способствует ли он дружбе мамы с сыном, или наоборот ревностно относится и в основном привлекает внимание ребенка к себе, перетягивает ребенка как бы на свою сторону. Очень многие даже неосознанно делают так. Вот. И другие родственники, может быть, бабушки, тети. Любой человек, который знает и вас, и вашего сына, под подозрением. Я не говорю сейчас о намеренном вмешательстве, что кто-то вдруг там наговаривает одному на другого, ни в коем случае, нет. Это все совершенно неосознанно, это на уровне инстинктов происходит, так что даже не подкопаешься и ничего не заметишь. Но если у вас есть такая задача разобраться и улучшить кардинально отношения с сыном, обращайте внимание на вот так вот, на среду. Слушайте все, что люди вокруг другие говорят и делают, потому что среда максимально влияет. Вы водолей, вы не восприимчивы к среде, а мальчик рак, он максимально восприимчивый к среде. То есть для него важно, он очень замечает и подключается к чужим эмоциям, к тому, что испытывают к вам при нем другие люди, третьи лица. Понимаете, здесь какая долгая цепочка. Вот с этим, с окружением нужно разбираться. Ну, а в целом хочу сказать, что ваш ребенок почти наверняка, и это тоже астрология вам в помощь, вас очень-очень сильно любят, потому что именно раки самые домашние мальчики и самые маменькины сынки. Вот так вот. Раки маму любят больше всего. Мальчиков особенно это касается. Дальше комментарий. Замечательно. Здесь вопроса нет, только комментарии. Но комментарий от мужчины, мужской комментарий, мы их замечаем, потому что их мало. Юра пишет: благодарю вас за то, что присоединились к нашей беседе и дискуссии. Яркий пример подкаблучника Михаил Горбачев. Результат его деятельности общеизвестен. У подкаблучника измененное состояние восприятия мира. И своей деятельностью они наносят только вред. Далее углубляться не буду, чтобы не обижать женскую половину ваших подписчиков. Всем счастья, здоровья, успехов и безграничной удачи. Юра не захотел углубиться, а я, пожалуй, себе позволю. Знаете, я согласна полностью с предыдущим оратором. Я не люблю подкаблучников. Более того, мне за них неловко. Мне как-то вот неловко даже находиться где-то рядом и наблюдать коммуникации такой пары, где женщина командует, а мужчина подчиняется. И я действительно думаю, что в такой расстановке сил, вот в этом мужско-женском союзе, есть нечто крайне противоестественное. Я считаю, что подкаблучники несчастливы сами и напрасно губят свои жизни таким образом. Остается спорным, вот, например, для меня вопрос, счастливы ли эти женщины, под каблуком которых они находятся. Не знаю, я тоже здесь особой радости как-то не вижу, не наблюдаю. Зачем держать рядом с собой, придерживать мужчину со сломленной волей? Он не интересен. Это как орел без крыльев, да? Вот. Ну, наверное, кому-то нравится, раз такое это распространенное явление. И но самый печальный для меня, например, момент, эпизод в том, что вот в таких семьях, где папа подкаблучник, а мама командир,
родятся дети. И вот эти вот дети, особенно если мальчик плохо, девочка нет, она, скорее всего, возьмет мамину модель поведения, вырастет и найдет себе просто такого же подкаблучника. Девочке ничего плохого не будет. А вот мальчик, который растет в такой семье, с детства видит вот такую вот искаженную, странную модель семьи, а значит и мира, понимаете? Потому что для маленького человека семья – это весь мир, а отец – Бог. И вот мальчик подрастает и видит, что его Бог-то, оказывается, боится какую-то орущую тетку в бигудях, боится настолько, что даже самого этого мальчика не может от нее защитить. И все, рушится мир у маленького человека. И вот я согласна, да, измененное состояние восприятия мира. Очень хорошо сказано, тоже фраза лаконичная, достойная, тоже можно печатать на футболках, да? Я подкаблучник, у меня измененное восприятие, состояние восприятия мира. Дальше. Благодарю вас за... счастливая любимая пишет. Благодарю вас за труд, за интересную беседу. Когда я была совсем молодой, то думала, что выходит замуж из-за любви, а иногда по расчету. А потом думала, чтобы рожать и растить детей. Или для выгодного бизнеса. А сейчас думаю, на самом деле-то почему? Зачем замуж? Ведь есть люди, которые не были в браке, но прекрасно живут и не тужат. В чем секрет? Опять натальная карта и гороскоп. Кто-то одиночка, а кто-то парный человек. Все так просто. И да, и нет. Ну, вернее, здесь, я думаю, много факторов сходятся. Во-первых, да, натальная карта или гороскоп. Кого-то делают очень самодостаточным человеком с такой автономной волей. Таким людям, как правило, пара не нужна. Они даже не знают, что с этой парой делать. Не умеют состоять вот в этих вот равноправных, партнерских, компромиссных отношениях. Даже пытаются вроде бы, ну, следуя, может, чужому примеру, но ничего не получается у таких людей, понимаете? Очень трудно что-то там наскрести и сделать. И они, как правило, да, после первых нескольких неудач легко соглашаются с одиночеством и очень благополучно, радостно, счастливо в одиночку живут. Есть гороскопы парных людей. Это люди, которые буквально, вот у них все из рук валится, и жизнь получается такая несостоятельная, если нет пары. И во-первых, гороскоп, а во-вторых, та самая родительская модель поведения. Вы знаете, что все мы, Эрик Берн, знаменитый психолог, об этом писал, все мы в своей жизни проживаем по родительскому сценарию, либо антисценарию, что по сути одно и то же. И вот как у вас в детстве вот картина мира сложилась, как должно быть, пара или не пара, кто-то один, кто-то с кем-то, вот бессознательно вы такой путь и выберете. Я не считаю здесь что-то, какой-то выбор, допустим, правильным, а какой-то неправильным. Я думаю, что это личное дело любого человека, находиться ли ему в паре или проживать жизнь самостоятельно. Я думаю, что быть счастливым можно в обоих случаях. Хотя одному легче быть счастливым, правда? Когда все зависит от тебя, начиная от твоего настроения до цвета постельного белья. Вот. Не с кем поссориться, не с кем поспорить. Ссоры с собой мы не берем в расчет, да? Вот. А в паре счастье ведь труднее достигается, потому что оно же для двоих должно быть счастье. То есть эта задача какую-то степень уже приобретает. Сложнее. Но бывает тоже с людьми тоже такое случается. Дальше.
Вот такой вот вопрос. Я стараюсь выбирать короткие вопросы, чтобы не обременять слишком сильно, ну вот, широкую аудиторию. Аглая Петрова пишет: меня зовут Алена, я родилась, ну вот тогда-то, хочу спросить у карт, есть ли на свете мой мужчина и выйду ли я замуж. А вы, дорогие зрительницы, если имеете такой же вопрос, можете к вопросу Алены присоединиться, и тогда гадание окажется и для вас. Спросим карты. Вот, кстати, это тоже будет сноска немножко к предыдущему абзацу. Вот Алена написала дату рождения. Она родилась 19 мая. То есть на Куспиде третьего дома в официальной версии. Алена Телец. Однако уже Солнце у нее на Куспиде, то есть в переходном каком-то моменте, в Близнецы. И я могу предположить, что вот Алене как раз в целом для счастливого проживания жизни пара не нужна, потому что по дате рождения у нее очень много жизненной энергии и очень-очень хороший и волевой характер. Поэтому Алена одна без пары не растеряется. Но если встретится вот тот самый мужчина, идеально подходящий, она с таким же успехом идеально поучаствует вот в этих романтических или брачных отношениях. Вот. В этом смысле, возможно, я не вижу здесь полный гороскоп, но тем не менее, возможно, у Алены такой универсальный гороскоп. Возможность и самостоятельно, в одиночку с жизнью справиться, и при этом иметь талант к любви, талант кого-то осчастливить. Но 3 карты для Алены. Какой-то срок. Карты до конца жизни не предсказывают, какое-то обозримое только будущее, не навсегда. 1, 2, 3. И достаются Алене туз жезлов, очень хорошо. Туз — это шанс и возможность, карта суд и, ну, конечно, королева Пентаклей. Королева Пентаклей — это портрет ваш, Алена. Это карта жены в колоде Таро. Она говорит, вы будете чьей-то женой. Ну вот, то есть у вас меняется женский статус, вы из холостой, одинокой девушки превращаетесь в жену. То есть вам предстоит играть, выполнять роль жены по отношению к кому-то. Карта суд как момент. Она описывает события, наступление долгожданного и неожиданного события вместе с тем. Это, естественно, ваша встреча, замужество и так далее. То есть карта суд говорит о том, что это случится внезапно, как снег на голову упадет, и, скорее всего, довольно скоро, потому что карта суд очень, ну, она про время, она подгоняет карточные расклады. И еще одна карта подгоняет карточные расклады, вашу судьбу, это туз жезлов. Вообще туз жезлов считается самой главной картой мужской силы в колоде Таро. Она описывает желание, страсть мужчины. А для вас это встреча с каким-то очень настойчивым и инициативным человеком, с таким, которых только девушки и ждут, да, потому что девушкам не нравятся пассивные, робкие герои. Хотя, с другой стороны, именно из такого легче всего потом сделать себе домашнего подкаблучника, да? Тут не знаю, что лучше. Но ответ карт для Алены однозначный. Ее ждет замужество. И очень скорое, и очень яркое, и такое бесспорное. Туз жезлов — это карта страсти. То есть даже не по любви, а по страсти большой. Это все у вас случится.
я стараюсь просто выбирать вопросы на разные темы, чтобы они не слишком повторялись. Да, чтобы они не слишком повторялись. Но, тем не менее, наверное, каких-то повторений нам не избежать. Вот тоже вопрос про личную жизнь. Валентинка, если я правильно читаю, да? В пишет очень интересное письмо, довольно длинное. Вот послушайте. Письмо касается нашей основной темы. Помните манифест Ярославны? Мы с вами с этого сегодня начинаем. Вас интересно слушать и смотреть. У меня такой вопрос. Я та из многих женщин, которая пережила развод, детей нет. Прошло уже 3 или 4 года. В принципе, сейчас у меня все хорошо. Жизнь идет, я расту, есть окружение хорошее, работа любимая, друзья, все живы и здоровы. Но есть одно но. Я с бывшим разошлась и очень стараюсь отпустить. Не делаю зла. Он расстался со мной, с одной стороны достойно, а с другой это было некрасиво. Ну, не знаю, как это совмещается. Смогу ли я простить и отпустить окончательно? Я сама от себя уже устала, что остался неприятный осадочек, и он не дает мне покоя. Вроде отпустила и простила. Не люблю уже человека. Вот, видите, какая честность. Вот это верно. Не люблю, но не могу отпустить. Вот очень для многих это характерно. Важно осознать, что любви нет в этой истории. Это вообще ничего не имеет общего с любовью. Это вообще другое. Вот. Вроде отпустила и простила, не люблю человека, к нему не тянет. Но осадок неприятен. Смогу ли я кого-то еще полюбить и встретить свою любовь? Глубокий философский вопрос, правда? Вот. Это вот к тому, что про те самые незакрытые гештальты, про которые особенно раньше так много говорили. Психолог грамотный довольно легко может от этого избавить. Я даже примерно знаю схему. Вы рассказываете вот эту ситуацию, которую вы не можете отпустить, как вы говорите, и забыть. И психолог купирует вот эту точку, где оборвалась история, образовалась вот эта пустота, где открытая дверца этого гештальта, который вам не дает спать по ночам. И этот гештальт, соответственно, надо закрыть. И вы вместе с психологом дорабатываете, додумываете эту историю до логического конца. Неважно до какого конца. Счастливого или, например, несчастливого, неважно. Главное, что до конца. Вы, кстати, можете это, если не хотите тратиться на психологов, можете это сделать и сами, например, на бумаге написать. Вот свои впечатления от этого брака и нынешние ваши чувства к бывшему мужу вы можете изложить на бумаге, а дальше потом дорисовать историю, как она могла бы развиваться или как вы хотели бы, чтобы она развивалась дальше. И все. Одного раза достаточно будет. А если вы это все напишете, еще и многократно перечитаете, отпустит на 100%. Ну, какую-то верную подружку можно, конечно, замордовать, замучить этим. Посиди со мной, поговори, и много раз ей вот рассказать, как это... То есть логически дописать историю, знаете, это у вас недописанный роман, а надо его дописать. Ну, если есть подружка с избытком времени, то можно использовать избытком времени и терпения, чужие уши. Вот. А мы сегодня для Валентинки, не знаю, как назвать, спросим карты, сможет ли она простить и отпустить своего бывшего мужа окончательно. Три карты. Может быть, здесь будут советы. Как вам быть? Чем воспользоваться, чтобы быстрее это случилось все?
Раз. Два. Ох, 3 карты вам достаются, да, такие выразительные довольно. Это карта Солнца, карта Маг и 2 мечей. С Солнцем говорит, да, вообще ответ положительный, безусловно сможете. Здесь ничего затянутого, ничего невыполнимого для вас нет. Во-первых, карта Солнца, она описывает, ну, удачу, радость, будете рады, что отпустили. Но самое главное, Солнце описывает наступление ясности в каком-либо вопросе. Вполне возможно, что вот ваши такие в голове еще не закрытые отношения додумаются или доразвиваются как-то сами собой. То есть это внешние новости, это какие-то сообщения, это поступки, может быть, вашего бывшего мужа, какие-то новости или сообщения о нем, после которых, после этих новостей, для вас становится все ясно в этой истории. Поэтому, скорее всего, вы к этой теме привязаны до сих пор, потому что вам тянет какая-то тайна, вы в чем-то не разобрались. Есть какая-то неясность, надо что-то выяснить, прояснить. И вот эта ясность придет, и вам прям озарит, знаете, сознание. Вы скажете, ну, так все понятно, и все. Сейчас, конечно, вы не предполагаете, но именно так и будет. Дальше. Карта Маг говорит, что очень многое в этой истории в ваших руках. То есть, может быть, вам вот этих новостей и вот этой ясности даже не ждать, а как бы самой постараться разобраться. То есть вы можете это понимание, да, поторопить, можете синициировать что-то, какое-то общение или расследование, может быть, вот, для того, чтобы с чем-то разобраться. И вам станет яснее, понятнее, и это вас отпустит. Маг – карта одиночек. И рядом здесь есть 2 мечей. Это тоже карта одиночек. Вместе карта вам советует не искать, ну вот смотрите, как бы быть одной во всем, что касается задачи. То есть не искать поддержки, понимания у, вот, например, бывшего мужа. То есть вам не надо быть с ним в контакте для того, чтобы со всей этой историей разобраться. Его активные действия или там противодействие никакого значения не имеет. Это только ваша задача. Скорее всего, вы не должны и другим людям, там, третьим лицам говорить, что вы этим занимаетесь, чем вы занимаетесь. То есть закрываете для себя как-то эту историю. Но и карта Маг советует вам поторопиться. То есть все-таки как минимум одно активное действие вот в этом направлении требуется. И это только ваша ответственность, это только ваш шаг. Но успех забыть, отпустить вероятен и близок. Я благодарю всех за то, что вы посмотрели это видео. Присылайте вопросы и комментарии. Увидимся.